Коллеги, добрый день. Я хочу начать пресс-конференцию. Приглашаю вас принять участие в пресс-конференции. Пресс-конференция у нас сегодня очень интересная о реализации международного экологического проекта в Арктическом регионе в Мурманской области. И сейчас я хочу предоставить слово Анатолию Владимировичу Григорьеву, который от госкорпорации «Росатом» расскажет о международных аспектах этого проекта. Анатолий Владимирович, очень большая просьба по поводу регламента. 5 не больше. Личное слово. И после этого будут ответы на вопросы. А дальше мы перейдем уже к следующей теме. Спасибо. Good afternoon. I'm happy to invite you to the press conference on a very interesting topic, which is implementation of an international environmental project in the Arctic region of Murmansk area. And Anatoly Grigoryev from Rosatom is going to start with some international aspects of the project, and he will give a 5-minute introduction, and then we will have a Q&A session. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Действительно, я думаю, проект, о котором мы сегодня будем говорить, он уникальный. I truly believe that the project that we are going to discuss now is unique. Он начался в начале 2000-х годов и закончился частично в этом году. It started in the beginning of the 2000s and partly finished this year. Поводом для начала этого международного проекта была тяжелая экологическая обстановка в объекте, принадлежащем раньше Министерству обороны, который занимался обслуживанием атомных подводных лодок. And the reason to start this international project was a hazardous environment condition of the site that used to belong to the Ministry of Defense, and it involved maintenance and servicing nuclear submarines. В начале 80-х годов на этом объекте произошла радиационная авария, последствия которой, можно сказать, что были устранены только вот последний год. In the early 1980s, there was a radiation disaster on that site, and we can say that the consequences have been remediated only this year. Почему я говорю, что последствия устранены? Потому что после радиационной аварии на этом пункте было заскладировано 22 тысячи тепловыделяющих сборки от ядерных реакторов атомных подводных лодок, которые мы не могли вывести в течение длительного периода. And why I'm talking about remediation this year is that on that site 22,000 of fuel assemblies from nuclear reactors of nuclear submarines were stored. It was like a repository made of them there, and we could not take them away from the site. Потребовалось длительный период времени для того, чтобы получить исходные данные, разработать проектную документацию, выполнить строительные работы и изготовить конструкции, обеспечивающие безопасное обращение с этими 22 тысячами сборок тепловыделяющих. And it really took a long time to obtain all the source data and to prepare design documentation and to carry out construction work to build all the necessary structures to be able to handle safely these 22,000 fuel assemblies. Это самый крупный объект в северо-западном регионе. It is a major site in the northwest region. Техническое состояние этого объекта, состояние радиационной и ядерной обстановки заставило обратить внимание международных доноров на участие в этом проекте. And the technical radiation and nuclear condition of the site drew the attention of the international donors who took part in this project. В 1999 году был реализован первый проект с участием доноров Норвегии. And
The first project with the participation of Norwegian donors took place in 1999. В этом проекте было ликвидировано загрязнение окружающей среды от вымывания радиоактивных веществ в акваторию Баренцева моря. And under that project, the environmental contamination was eliminated, and this contamination was connected with radioactive waste spilling into the waters of the Barents Sea. Вслед за норвежскими донорами пришли доноры Великобритании, Швеции, Италии, Европейской комиссии, и они объединили свои усилия для того, чтобы решить весь комплекс проблем, сложившийся на объектах Губы Андреева. And the UK, Sweden, Italy and European Commission followed the Norwegian examples, and they united their efforts to tackle a whole set of issues that took place in the Андреев Bay. В 2007 году было принято окончательное решение, какие проекты должны реализовываться для того, чтобы приступить к самой главной задаче Губы Андреева, к вывозу топлива. And in 2007, a final decision was made on which projects have to be implemented to tackle the most critical task, that is to take out the fuel from the Андреев Bay. К участию в реализации этого проекта был привлечен фонд природоохранного партнерства «Северное измерение», руководство которым исполнял Европейский банк реконструкции и развития. And the Северное измерение, or Northern Dimension Foundation, took part in implementation of this project with the funding from European Bank of Reconstruction and Development. В ходе реализации этого проекта была улучшена экологическая обстановка на всей территории, созданы условия для безопасного выполнения строительных работ, завершено строительство конкретных объектов, и 16 мая этого года первая тепловыделяющая створка была выдвинута по технологии, которую мы разработали. And under this project, the favorable environmental conditions in the territory were created, and the necessary conditions for safe construction were also shaped, and it enabled to construct the necessary facilities so that on the 16th of May this year, the first fuel assembly was reloaded according to the technology that we have developed. Прошел месяц, работа выполняется в соответствии с планом по технологии, которая была предложена, и есть уверенность в том, что это позволит в кратчайший период времени выгрузить топливо из хранилища, куда это топливо было загружено в 1989 году. And 1 month has passed, and all the work has been done according to the schedule and the technology proposed. And we are confident that in a short time we would be able to take away the fuel loaded to the storage in 1989. Большое спасибо, Анатолий Владимирович. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по международному аспекту сотрудничества в области? Да, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Thank you, Anatoly. Dear colleagues, do you have questions on the international aspect of cooperation? Подоляка Юрий, насправді інфа. Меня интересует вопрос по ТВС квадрату. Вот уже год, могу, да? Это вопрос не по теме, прошу прощения. не той аудитории. Приходите немножечко позже. Не просто, вы извините, просто однофамилие, да, я так понял? Да, прошу прощения. Это будет Олег Александрович. Территория в России держится. Все ясно. Еще вопросы, коллеги? Вопрос относительно программы глобального партнерства. Планируется ли возобновление этой программы в дальнейшем? Спасибо. Я думаю, что возобновления этой программы не будет, но взаимодействие
по направлениям определенным оно предполагается. So the question was about renewing the program of global partnership in the future, and the answer was I do not think that it will take place, but certain interaction is envisaged. Я добавлю, надо разделить вопрос на ту часть, то есть оно еще не закончено, чтобы что-то восстановить, нужно закончить. Сегодня есть ряд проектов, вот касается и Губы Андреева, там есть еще несколько проектов, и про один из них мы будем сегодня говорить отдельно, он очень сложный. Будет включение 6 отработавших споров, которые на дне бассейна были. Вот. А также есть еще проекты, связанные с утилизацией лепса и ряд других. Поэтому это еще продолжается. И мы так рассчитываем, что 2-3 года этот процесс будет пока продолжаться. Дальше вопросы политические, вопросы внутриполитические. К чему приберем, мы тоже, наверное, точно не будем. Уважаемые коллеги, я хочу передать слово сейчас Андрею Ивановичу Галинею, который уже взял слово. Есть еще вопросы по международному сотрудничеству? Я надеюсь, что они возникнут в процессе нашей сегодняшней встречи. А сейчас я хочу все-таки передать слово Андрею Ивановичу Галинею, генеральному директору Федерального центра ядерной и радиационной безопасности, для того, чтобы он нам рассказал об аспектах строительства, что было сделано вообще в рамках этого проекта, какие объекты были реализованы, построены на Губе Андреева. Спасибо. Now I'm happy to give the floor to Andrei Goliney, Director General of the Federal Center of Nuclear and Radiation Safety, and he's going to talk about the construction aspect of the project. Ну, прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы немножко расширил то, что сказал Анатолий Григорьев в части, касающейся организации этого процесса. To begin with, I would like to elaborate on what Anatoly Grigoryev has mentioned in terms of the organization of the process. Кроме того, что проект сложный, сложно организован по международной части, он также не просто организован и с нашей российской внутренней стороны. So the project is pretty complicated, and it was hard to arrange both from the international side and from our domestic Russian side. Кроме большого количества участников, нужно понимать, что очень разные роли, разные интересы у участников этого проекта. So first of all, there is a large number of participants to this project, and furthermore, they have different roles and different interests. Нужно понимать, что такое предприятие, как Росрау, так называется, КУП Росрау и его филиал Сефрау, является владельцами этой площадки, ей управляет и полностью отвечает за радиационную, ядерную и прочую безопасность. And we have to bear in mind that the Rosrau organization and its affiliate Sevrau own the site and manage the site fully and take full responsibility on radiation and nuclear safety. Далее в проект привлекались проектные институты, конструкторские институты. Начинал проект НИПИЭТ, это Петербургский проектный институт, сейчас он, по-моему, уже даже переименовался. Так не быстро шел проект. Здесь было привлечено очень много организаций, как отраслевых, так и неотраслевых, для решения специфических задач. So a lot of organizations, both from within the industry and outside, have been drawn into this project to address different tasks, and there were different engineering and design institutions. For example, one engineering institution from St. Petersburg that managed to even change its name during this long-running period of time. Все проектные, конструкторские, технологические решения широко обсуждались, они проходили экспертизу и на все получали соответствующие разрешения и лицензии. All design, engineering and technical decisions have been discussed and agreed prior to their adoption, and they underwent all expert assessment and obtained all the required licenses. Так что все регуляторы, которые имели к этому отношение, Ростехнадзор, сама корпорация Росатом, местные надзоры и прочие виды надзоров, за нами следили, просто не отрывая глаз. Каждый шаг.
All regulators, including Rostechnadzor, Rosatom, and local regulators, had a close look at every step of ours. Кроме того, надо понимать, какой общественный резонанс вообще имеет такой проект или такой объект. Поэтому было пристальное внимание общественности практически на каждом этапе. И вот наш пресс-выход сегодня, в том числе, наверное, такие финальные ответы на вопросы, что сделано и как бы подведение какого-то промежуточного итога. And we also have to understand that this project and this site evoke public interest, so public attention was also very close, and this press conference is to give final answers to the questions on what has been done. На сегодняшний день, если подводить некую точку, то СЕФРАУ, это предприятие Росрау, получило на баланс и эксплуатирует полный комплекс необходимого недвижимого объектов. Это краны, передаточные механизмы, здания, накопительные площадки и так далее. As of today, SEV-RAO, the Rosrao's organization, has received and is operating a whole set of different movable and immovable facilities, including cranes and buildings and accumulation sites. Я, наверное, не буду его перечислять в технике, но один из, наверное, важных элементов этой инфраструктуры – это здание укрытия, в котором, собственно, расположен агрегат, который будет извлекать АТВС и, соответственно, согласно технологии перегружать контейнеры и дальнейший путь этих АТВС в ПО-маяк, где, как мы рассчитываем, лет через 10, наверное, они все будут погребены окончательно. I do not think that I will name all the technical components, but I just would like to say that this infrastructure also has a special shelter building where the unit for FA retrieval is placed, and according to the technology, it is going to reload all the fuel assemblies to a special container, and then it will be taken to Mayak, and according to our estimates, in 10 years or so, all the fuel assemblies will be buried there. То есть все необходимые объекты есть, хотя работы на объекте Губа Андреева продолжаются. Есть несколько небольших проектов, это дизель-генератор, это новая электрическая подстанция и ряд других небольших объектов. So what I would like to say is that all the necessary facilities are on site, and though some work is still underway at the Andreev Bay, it includes a diesel generator and a new electrical substation, so the work is in progress. То есть это никак не влияет на выполняемую работу и безопасность. Это нужно закончить, это будет закончено вовремя, понятно, как это все делать. So it does not impede in any way the work done and the safety, and everything should be completed on time, and it is clear how to do that. И в этом смысле есть определенная благодарность как участникам проекта, так, наверное, госкорпорации Росатом, которая держит этот проект на плаву, а также донорам, которые помогли и помогают проект реализовывать. And with that in mind, we are thankful to the participants of the project, to Rosatom State Corporation that helps to get this project afloat, so to say, and also donors that assist in implementation of this project. Кроме тех объектов, которые я перечислил, в Губе Андреева есть еще один проект. Он стоит отдельно от того нашего рассказа, который мы сейчас сделали. Это, собственно, историческое здание бассейна, в котором, собственно, была та авария. И сложность этого здания заключается в том, что
нам осталось несколько разгруженных сборов, которые нужно извлечь. Это технически сложная задача. And in the Andreev Bay, there is one separate project which stands aside from the story that we have just told, and it is connected with the historical building of the pool where the disaster took place. There are several fuel assemblies, destroyed fuel assemblies that have to be retrieved, and it is really a complicated task. Я думаю, об этом мы сейчас чуть попозже поговорим, а я готов, если будут вопросы, признать. Ваши вопросы, пожалуйста. I believe we will discuss it separately later, and now I am ready to take your questions. Все-таки задам свой вопрос. Смотрите, такая же проблема существует... ТВ квадрат? Нет, не ТВ, конечно. По вашей специальности. Все-таки подводные лодки выходят из эксплуатации уже не только в России, в США, Франции, Великобритании. Как у них решаются эти проблемы, если вообще решаются? Конкурентов. И если можно, сразу вопрос такой тоже в тему. Россия построила для Индии атомную лодку, а утилизация топлива предусмотрена этим контрактом или нет? So the question is about the submarines that are decommissioned not only in Russia but also in the US, France and the UK, and how do they address this issue? And another part of the question is about a submarine that Russia constructed for India, and is fuel recycling and burying presupposed there? На вторую часть вопроса по поводу поставки лодки нет ответа, потому что мы просто не знаем. И, наверное, не можем узнать, если не очень публичная информация. Что касается проблем, то я Андрей Иванович, отвечу не простите, можно переведем? As for the second part of the question, we cannot answer it because simply we do not have this information as it is not public. Значит, Советский Союз имел огромный потенциал, существенно больше, как нам сегодня становится известно, чем то, о чем вы спрашиваете за рубежом. The Soviet Union used to have really huge potential, which surpassed what the countries abroad that you are asking about used to have. Порядка более чем 200 лодок. That was over 200 submarines that had to be decommissioned. И те страны, которые развивали подводные атомные флоты, надводные атомные, примерно имели ту же самую проблематику, что и мы. And those countries that developed submarine fleet had approximately the same issues as we did. Разница заключается лишь в том, что все хорошо, когда оно делается вовремя. The difference is that all is good when it is done on time. Случилась авария, ее нужно было ликвидировать тогда, когда она случилась. Мы ликвидировали, потратили там плюс 20 лет. So disaster took place and it needed a certain response and remediation, and it took us 20 years to do that. То есть британцы, китайцы и некоторые другие страны обращались к корпорации Росатом по поводу технологий. Но пока, мне кажется, это довольно-таки такой чуткий политический вопрос, чтобы получить доступ на эти объекты и продемонстрировать свои технологии, наверное, это будет невозможно. Хотя мы при прочих равных условиях готовы. And British and Chinese and other countries have approached Rosatom with the question on technology, but I believe that it is really a sensitive political matter, and it would be hardly possible to obtain access to the site to show our technologies. Though I believe if all other conditions satisfy us, we would be ready to do that. Ну, если мы утилизировали около 200 подводных лодок, надо предположить, что мы имеем богатый жизненный опыт. And if we have disposed of around over 200 submarines, you can assume that we have rich life experience. Значительно богаче, чем в любой стране мира. Which is by far richer than any other country of the world has. В Соединенных Штатах Америки тоже получают одноотсечные реакторные блоки, только их складируют и хоронят в штате Айдахо.
And the US also has reactor units, but they bury them in Idaho Falls. Мы готовы показать содействие свое и британской стороне, у которой достаточно много подводных лодок ожидает утилизации. Мы обращались к ним с просьбой рассмотреть возможность использования российских производственных мощностей для утилизации подводных лодок, но мы получили отказ. And we are ready to render assistance to the UK that has a lot of submarines to dispose of, and we have addressed them with an offer to use Russian production capacities for that, but our offer was declined. Уважаемые коллеги, мы скоро будем завершать наш брифинг, а сейчас самое интересное, на мой взгляд, сейчас я передам слово Игорю Витальевичу Павлову, генеральному директору спецтехкомплекта, который нам расскажет об уникальной разработке российских ученых по извлечению деформированных топливных сборок. Ну, поскольку вы понимаете, насколько это опасная затея, очень интересно узнать об особенностях этой разработки. Спасибо. Dear colleagues, we are going to close our briefing pretty soon, and now I'm happy to give the floor to Igor Pavlov, who is Director General of Spetstech Complex, and he's going to talk about the unique development of Russian scientists on retrieval of the deformed fuel assemblies. And we understand that it is really a hazardous thing, so it would be really interesting to learn about the particular features of these developments. Наша организация уже занимается около 10 лет косвенно или прямо реабилитацией пятого здания, проекта пятого здания. У нас есть определенный опыт работы выполнения сложных задач, которые, в принципе, все реализованы последние 10 лет, 10-12 лет на площадках ФА. В настоящее время мы выиграли конкурс. Dear ladies and gentlemen, our organization has been both directly and indirectly involved into the work on this project for 10 years, and we have accumulated a large experience of tackling really difficult tasks on the sites of Sevrao. В данной ситуации мы выиграли конкурс по извлечению из аварийных бассейнов пятого здания аварийных сборок, которые деформированы, просто валяются там, которые невозможно извлечь. Это довольно-таки сложная процедура, связана с тем, что человек там находиться не может в принципе. We have won a bidding to retrieve the fuel assemblies that were not deformed but underwent this disaster from the fifth building, and it is really a very complicated process, and human presence there is impossible. Наша организация разработала безлюдную технологию, автоматизированную по извлечению данных сборок. Где-то ориентировочно по план-графику выполнения этого контракта в январе-феврале 2017 года будет создан стенд, на котором будут проведены опытные испытания для того, чтобы можно было отработать окончательно эту технологию и подготовить персонал для выполнения работ непосредственно в пятом здании. Therefore, our organization has elaborated an automated human-less solution to retrieve fuel assemblies. And according to the schedule, in January-February 2018, we are going to have a test station to run trials for this solution, to be able to make it seamless and also to be able to train the operators to run it. Опыт проведения таких работ у нас уже был. В принципе, мы уверены, что работа будет проведена с большим качеством, в установленные сроки и, самое главное, безопасно. And
And we have experience of the same kind, and we are confident that the work will be performed at high quality according to the terms and timelines set, and most importantly at the high level of safety. Существовала до этого еще проблема. После 1999 года здание находилось в аварийном состоянии. И, в принципе, благодаря действию СИФРАУ и СРБ Росатома был проведен комплекс работ по поддержанию здания в надлежащем состоянии и выводу его из аварийного состояния. And there was another issue after 1989. The building was really in a hazardous condition. It was obsolete, and thanks to a set of measures taken by SEVRAO and Rosatom, the building was taken to satisfying condition. Непосредственно мы проводили работу по восстановлению крыши и восстановлению фасадов здания. Особенность этой работы заключалась в том, что были высокие уровни радиации, и приходилось использовать также безлюдную технологию. And as for our company, we were in charge of renovation and modification to the roof and facades of the building. And it was hard because of the high levels of radiation there as well. So we employed human-less technology.